Питбуль обхватил лапами спящего младенца и не отпускал. Когда Эмили попыталась поднять сына из кровати, Макс зарычал на нее. Ее собственная собака преградила ей путь к собственному ребенку. Она потянулась за телефоном, чтобы позвонить в службу контроля за животными. Но затем она увидела что-то за кроваткой, что заставило ее замереть. Перед просмотром не забудьте поставить лайки, подписаться, чтобы не пропустить еще одну трогательную историю, подобную этой. И напишите в комментариях, откуда вы смотрите и какое у вас время. Эмили не спала больше 3 часов подряд в течение нескольких недель. У малыша Итана были колики. Он плакал по ночам, пока у него не начинала болеть голова и глаза едва могли фокусироваться. Ее муж Майкл работал по ночам на заводе, оставляя ее одну в их маленьком доме с плачущим ребенком, нарастающей усталостью. Она начала совершать ошибки, ставила молоко в шкаф, забывала запереть входную дверь, однажды даже оставила плиту, включенной на 2 часа после разогрева смеси. Макс, их 5-летний питбуль, был частью их семьи еще до рождения Итана. Отец Майкла подарил им собаку щенком. И Макс всегда был нежным, крупным и сильным псом с характером. Когда Эмили привезла Итана домой из больницы, Макс однажды обнюхал малыша и лег рядом с колыбелью, как бдительный страж. «Идеально», — подумала она, — «идеальная семья». Но 3 недели назад что-то изменилось. Макс начал постоянно находиться рядом с кроваткой Итана. Сначала Эмили подумала, что это мило, даже защитно, но потом эти действия стали более частыми. Макс вставал между ней и ребенком всякий раз, когда она подходила близко. Когда она тянулась к Итану, Макс мягко, но твердо отталкивал ее руку своей большой головой. Однажды он даже схватил край одеяла Итана ртом и попытался оттащить люльку через всю комнату. «Майкл, я серьезно», — сказала Эмили однажды утром. Ее голос дрожал от усталости и беспокойства. «Он становится слишком привязанным, это ненормально». Майкл потер усталые глаза. Он только что вернулся с работы и хотел только спать. Макс никогда в жизни никому не причинял вреда. «Я не говорю, что он кому-то еще причинял вред», — резко сказала она, чувствуя себя неловко из-за своего тона. «Я говорю, что его поведение меняется. Он не подпускает меня к моему собственному ребенку. Нашему ребенку, тихо», — тихо сказал Майкл, и Макс, вероятно, просто бдительно наблюдает. Собаки могут понять, когда детям нужна забота. «Это не бдение, Майкл, это я не знаю, что это, но это пугает меня», — выдохнула Эмили. Майкл глубоко вздохнул. Длинный, измотанный выдох, которым обычно дышат 2 усталых людей, чтобы продолжать разговор. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил он. «Я хочу, чтобы ты подумал о том, чтобы оставить его на улице или, по крайней мере, подальше от детской». Слова повисли между ними, как нарушенное обещание. Они никогда бы не подумали отдавать Макса, но усталость заставляет людей говорить то, чего они не имеют в виду, или, может быть, то, о чем они слишком боятся признаться. Стресс в доме усиливался в течение следующих нескольких дней. Поведение Макса становилось хуже. Он лежал поперек дверного проема детской, заставляя Эмили переступать через него. Когда она брала Итана на руки, чтобы покормить его, Макс следовал за ней по пятам, издавая тихие плачущие звуки. Его глаза не отрывались от ребенка. Темные, сосредоточенные, он никогда не моргал. Однажды ночью Эмили достигла предела своих возможностей. Итан кричал 3 часа подряд, не остановившись. Ничего не помогало, ни кормление, ни переодевание, ни укачивание, ни пение. Ее уши гудели от этого звука. Ее тело дрожало от усталости.
Когда она, наконец, уложила Итана спать и положила его в кроватку, Макс тут же вскочил и прижался телом к прутьям кроватки. «Макс, нет», – прошептала она, резко стараясь не разбудить Итана. «Уходи». Макс не двигался. Он повернул голову к ней, и впервые за 5 лет она увидела в его глазах нечто, от чего ей стало холодно. Не гнев, а нечто худшее. Отчаяние. «Уходю», – прошептал Макс, и этот печальный голос причинил ей боль, несмотря на гнев. Но он не сдвинулся с места рядом с кроваткой. Эмили схватила его за ошейник. Макс отбивался, упираясь ногами. Мышцы напрягались под ее хваткой. Они никогда раньше так не боролись. Она тянула сильнее. Он отпрянул, его глаза были прикованы к кроватке. «Убирайся», — сказала она громко и резко, отчаянно. Итан немного пошевелился, но не проснулся. Уши Макса прижались к голове, но он все еще не двигался. Вот тогда Эмили приняла решение. Завтра Макс останется на улице. Она больше не могла этого выносить, не могла бороться со своей собакой, чтобы добраться до своего ребенка. Она отпустила его ошейник и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Вес Макса ударился ей в плечо с другой стороны. Наутро наступило мягким зимним светом, проникающим сквозь запотевшие окна. Эмили проснулась на диване, где она заснула. Шея затекла, глаза горели. Она слышала, как Итан тихо стонал в детской, бодрствуя, но счастливый. Редкий звук довольного малыша наполнил ее облегчением. Она медленно поднялась и уже планировала, как рассказать Майклу о своем выборе в отношении Макса. Дверь детской была приоткрыта. Она толкнула ее. Макс стоял неподвижно рядом с кроваткой, напряженный. Когда вошла Эмили, он не посмотрел на нее. Вместо этого он залаял резко, дико, свирепо. Звук пронесся по маленькой комнате. Итан тут же заплакал. Эмили двинулась к кроватке. Макс прыгнул между ней и Итана, не нападая, а блокируя. Он снова залаял. Чистое предупреждение. Затем он сделал что-то, что заставило ее замереть. Он обхватил Итана обеими передними лапами, прижимая ребенка к груди, и начал отступать от стены. «Макс, остановись, ты причиняешь ему боль». Но Макс не причинял Итану боли. Он защищал его. Его тело обвивалось вокруг ребенка, словно броня. Его голова была обращена к стене за кроваткой. Губы отвисли у Эмили, гнев сменился растерянностью, затем страхом. «Что случилось? Что ты видишь?» Она обошла Макса и посмотрела на стену за кроваткой. Ничего четкого. Та же стена, которая была там вчера, на прошлой неделе, в прошлом месяце. Та же розетка, частично скрытая за каркасом кроватки. Та же. Подожди. Эмили подошла ближе. В воздухе повис слабый запах. Ни грязные подгузники, ни старое молоко. Что-то резкое, что-то горелое. Ее взгляд снова нашел розетку. Это темное пятно. Темное. Отпечаток на белой пластиковой крышке. И там едва различимая тонкая нить дыма, поднимающаяся из-за пластины розетки. Время замерло. Все, что Эмили считала знакомым, в одно мгновение изменилось. Макс постоянно крутился рядом, отказывался выходить из детской, отчаянно пытался передвинуть кроватку. Он не ревновал. Он пытался их предупредить. «О Боже!» — выдохнула она, а затем еще громче. «О Боже!» Она выхватила Итана из-под опеки Макса. Ее руки так сильно дрожали, что она чуть не уронила его. Макс теперь не сопротивлялся. Он смотрел на нее, тяжело дыша. Его хвост слегка вилел, словно говорил: «Наконец-то, наконец-то ты поняла». Эмили выбежала из комнаты. Итан крепко прижался к ее груди.
В гостиной она дрожащими пальцами схватила телефон и набрала 911. «Пожар», — сказала она. «Электропроводка загорелась в детской комнате, за стеной дым. Мадам, вам нужно немедленно покинуть дом. Возьмите своего ребенка и всех остальных и выходите на улицу». Эмили уже двигалась, пытаясь открыть входную дверь. Макс прижался к ее ногам, словно торопя ее в безопасное место. Холодный утренний воздух ударил ей в лицо. Она споткнулась и вышла на лужайку перед домом в одной пижаме. Итан плакал у нее на руках. Соседи вышли из своих домов, обеспокоенные шумом. Миссис Уилсон из соседнего дома поспешила к ним с одеялом. «Эмили, что случилось?» — спросила она. «Стена в комнате Итана, она горела, сказала Эмили, стуча зубами. Пожарные прибыли через 6 минут. Их сирены прорезали утреннюю тишину. Пожарные и тяжелая техника хлынули в дом. Эмили стояла на лужайке, беспомощно наблюдая, как они заходят внутрь с топорами и противопожарным оборудованием. Макс сидел, прижавшись к ее ногам. Ее теплое тело было единственным, что удерживало ее от падения. Майкл прибыл через 20 минут, получив ее панический звонок. Когда он вышел с завода, его лицо побледнело от страха. «С ними все в порядке?» — спросил он миссис Уилсон, которая указала на Эмили. Итан был укрыт одеялами, оба в безопасности. Он подбежал к ним, обняв Эмили и Итана. Его тело дрожало от облегчения. Макс прижался к ним, и на этот раз никто не оттолкнул его. Через час к ним подошел начальник пожарной охраны с серьезным лицом. «Вам повезло», — сказал он. «Проводка за этой розеткой ломалась неделями, может быть, месяцами. Наконец она нагрелась настолько, что подожгла материал внутри стены. Еще час, может, 2, и у вас был бы пожар во всем доме». У Эмили подкосились ноги. Майкл подхватил ее, удерживая на ногах. «Мы даже ничего не почувствовали», — сказал Майкл. «Вы бы не почувствовали, пока не стало бы слишком поздно», — ответил начальник. Огонь был заперт внутри стены. К тому времени, как дым проник бы в комнату, он уже распространился бы повсюду. Детская кроватка вашего сына стояла прямо у того места, где начался пожар. Собака услышала голос Эмили. «Наша собака знала». Начальник посмотрел на Макса, который сидел настороженно и внимательно у ног Эмили. Собаки чувствуют изменения температуры и странные запахи задолго до людей. Его поведение, вероятно, спасло жизнь вашему сыну. Спасло жизнь вашему сыну. Эти слова обрушились на Эмили как волна. Она упала на колени прямо на лужайке и обняла Макса за толстую шею. «Прости», — прошептала она ему в шерсть. «Мне очень жаль. Я думала, что ты представляешь опасность». Я не понимала. Макс повернул свою большую голову и лизнул ее лицо нежно, как материнский поцелуй. В его темных глазах она не увидела вины, только спокойное, вневременное терпение существа, которое знало свое предназначение. Даже когда никто ему не доверял, Майкл опустился на колени рядом с ними, положив руку на спину Макса. «Это не вопрос. Всегда», — сказала Эмили, — «всегда». Некоторые защитники носят форму и значки, другие — мех и веру. То, чего мы боимся, часто скрывает от нас то, чего мы не видим. А иногда любовь выглядит точь-в-точь, как собака, которая отказывается уходить. Вам понравилась эта история? Доверили бы вы своей собаке в тот момент? Да или нет? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вам понравилась история, подпишитесь на этот канал и поставьте лайк. Большое спасибо за прослушивание. Увидимся в следующем видео. Хорошего дня!